Я наткнулся вот так вот на кладбище ночью. Блять, выявили, мне кажется. Я нашел закопанный какой-то труп. Провалился одной ногой в какой-то топ. Тем мне все страшнее. Страшнее. Честно, даже не знаю, в какую жопу я сейчас еду. Всем привет, друзья, с вами канал Искателя могил. Как обычно, я не сижу на жопе ровно, а ищу какие-то приключения. И в очередной раз я собрался ехать на поиски, но я думаю, вы уже поняли из названия видео, куда конкретно. В общем, смысл такой, ребята, мне скинули видео, что группа молодых людей была там где-то года 3-4 назад, когда там уже никто не жил. Якобы они сняли там на видео, я не знаю, насколько подлинно оно или нет. Короче, они как будто сняли там то ли какую-то нечистую силу, то ли полтергейста. Честно скажу, что я не еду туда ради того, чтобы снять призраков. Мне интересен факт того, на самом деле существует такая деревня, где просто стоят реально пустые дома, и никто не живет. На самом деле это же жутко, представьте. В общем, если мне повезет, я действительно найду это место, то я обязательно останусь там на ночь. Оставлю там камеры, возможно, что-то запишу реально страшное. Не переключайтесь. Начинает уже прям так резко темнеть. Еще, наверное, 10 минут назад было вообще светло. В общем, ребят, где-то примерно ехать вон там вдалеке находится такая лесополоса. Так, вроде бы заезжать сюда. Хорошо, что здесь еще прочищена дорога. Знаете, я уже думал, только бы нигде не забуксовать, только проехать, все нормально. Хотя, если, блин, она заброшена, но о чем я говорю, естественно, там хрен проедешь, придется идти пешком. Блин, только буквально ехал 10 минут назад и нормально ловила сеть. В принципе, ничего удивительного нету, просто, хотя вот смотрите, стоит вон там вышка, почему не ловит сеть? Или это не вышка? А вот, все, сейчас вроде бы сфокусировалось. Ну, примерно вот мое местоположение, ребят. Так, хорошо, я сейчас нахожусь здесь. Мне надо ехать сюда, 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 по этой дороге, сюда. Да сколько же она идет, блин. Так, надо перевести в режим спутника, тогда будет более-менее понятно. Сети практически одна только полоса. Где-то, наверное, вот здесь вот. Здесь просто идет огромная лесополоса. И где-то здесь вот в этом вот районе должна быть расположена эта самая деревня. Здесь, наверное, не особо отчетливо видны дома. Хотя нет, вот я вижу вот один какой-то, да, по-моему, дом стоит. Вот здесь вот еще какое-то строение. Я не думаю, что я проеду туда на машине. Точнее, не думаю, я уверен на это на 100%, на 99%. В ближайшие 3 дня шел просто обильный снегопад, и поэтому все наверняка заменено полностью. Естественно, я подготовился, взял с собой вот так вот теплые сапоги, теплую куртку, взял с собой воды, взял с собой, естественно, кое-чего перекусить, несколько бутербродов. Начинает холодать, становится минус. Пока что минус 2 градуса, но на ночь я смотрю, что стоит резкое похолодание, практически минус 9. Стоит там вдалеке какая-то машина. Может быть, тормознуть машину и спросить, куда мне ехать. Че он так медленно едет? Вообще остановился. Куда он делся? Знаете, не понимал вообще, как вот раньше люди ходили вот так вот на дальние расстояния куда-то. Раньше не было вообще никакого транспорта, все передвигались пешком. Сейчас я стал на перепутье. Куда ехать? Сюда? Или туда? Сейчас подъеду, посмотрю, какая там табличка. Трофимова. Так, мне, наверное, туда, потому что в той стороне как раз идет еще одна деревня. Дорога здесь немного похуже почищена, но тем не менее трактор здесь проезжал.
настолько глушь, я не знаю. Я иной раз удивляюсь сам себе, как я нахожу такие места, где просто нету даже не то, что там каких-то встречных машин. Даже в округе я не вижу нигде, чтобы горел какой-то там огонек света, может какой-нибудь там населенный пункт, хутор какой-нибудь. Не, но если все-таки здесь почищена дорога, значит очевидно, что она куда-то ведет, в какое-то жилое поселение. Ух ты, ё-моё, ребята, да не просто приехал какое-то жилое поселение, а там даже сейчас люди готовятся к Новому году. Вон там вдалеке, в глуши, в деревне, казалось бы, в такой, не знаю, отдаленности от населенных, от городов, там, от мегаполисов, горит вот такая вот елка. Ну почему бы и нет, да? Люди тоже готовятся к празднику, поставили гирлянду. Честно, когда я ее видел первый раз, немножечко стреманулся. Стоит вот такой вот дом один, почему-то здесь на отшибе. Ну не то, что на отшибе, а... Нет, вы знаете, дом довольно-таки прилично выглядит, кстати говоря. Собаки. Так. Здесь явно населенный какой-то пункт. Там тоже горит свет. И вот там подальше я тоже вижу какие-то дома. Очень много вижу всяких хат, которые реально заброшены. Прям видно сразу. А дальше что, дороги нету? Трактор закончил очищать здесь. Просто он вот так вот здесь развернулся и поехал назад. Здесь вот был его разворот. Следы какого-то животного. По всей вероятности какая-то собака, наверное, просто больших размеров. А вот моя ладонь. Короче, кроме того дома, там больше нигде нету жилых каких-то хат. По карте не надо ехать еще туда, дальше. Но насколько вы видите, я вижу, что здесь идет дорога, это очевидно. Просто ее напросто не стали чистить. И слушайте, а вон, не метали эта деревня. Вон там. В общем, ребята, очевидно, что мне идти туда, это 100%. Но я сомневаюсь, что он там на бугру стоит. Это самая заброшенная мертвая деревня. Здесь есть какой-то населенный пункт, но очевидно, что он обитаем. Придется, наверное, машину оставлять здесь, потому что дальше я, очевидно, не проеду. И идти пешком туда. Так, сейчас, значит, переобую пока сапоги. Благо, что я ко всему подготовился. Что обул вот такие вот сапоги. Сейчас беру все свое обмундирование, беру камеру, беру рюкзак и иду туда на поисках этой самой мертвой деревни. Ребята, не переключайтесь, я думаю, что реально будет страшно. Мне уже ощущение, что реально будет что-то не то. Так, ну что, машину оставляю здесь. Можно было, в принципе, подойти там к мужику, который живет. Ну или не знаю, кто там, дед, может, какой-нибудь, попросить, чтобы, ну, присмотрели так вот за машиной. Так, ну, а я отправляюсь туда дальше. У меня есть еще с собой несколько фонарей, есть прожектор. Думаю, что пока что такого будет достаточно. Да, прям очевидно, что здесь идет дорога. Она идет вниз. Так, там точно никого нету в этих вот домах. И следы. Ну, знаете, следы довольно-таки большие, я бы сказал. Собаки. Да нет, знаете, здесь еще когда-то была цивилизация. Стоит так вот столб, который был, видно, что не так уж и давно установлен. Какой-то знак.
Ребятушки, короче, сейчас вышел опять на какую-то вот такую вот стежку непонятную, которая полностью завалена снегом. Здесь не то, что следов человека, здесь даже никаких нету следов собак, еще кого-то. Просто вот так вот я иду, что находится вокруг меня. Но очевидно вижу, что это точно дорога. Как же постоянно я уже начал всерьез задумываться о том, ну чтобы реально завязать с этими вот всякими вылазками в какие-то заброшки, нелюдимые места. Ну реально опасно. Знаете, поначалу мне казалось, ну опасно, да, ну так, чисто вот ветер в голове. Ты особо не задумываешься. Думаешь уже серьезно, блин, ну и нахрен, только бросать. Какое-то мертвое дерево. Так поставить. Это что? Это что, кладбище, что ли? Охренеть. Ё-моё. Блин, а. Блин, я думал, что эта стежка ведет куда-то, я не знаю, может быть, через лесополосу на другую деревню или еще куда-либо. То, что я наткнусь на вот так вот на кладбище ночью. Признаться честно, сейчас, блин, аж хреново стало. И мне даже не входило в такие цели, в такие планы. Посещать кладбище и проводить там ночь. Задача стояла совсем другая, то чтобы найти заброшенную деревню. Сегодня луна на небе. Все дни не было, сегодня есть. Она еле-еле видна, но тем не менее. Что, ребята, в общем, обошел я это кладбище, не стал я там проходить. Вышел на другую поляну. Посмотрите, здесь прям вот такие вот следы. Кто бы мог это бегать? Даже не знаю. По всей вероятности собаки, наверное, да? Что вот так вот собаки лазят, бегают в глуши леса. Ладно, в общем, продолжаю поиски. Сейчас, блин, чем дальше уходишь внутрь леса, тем мне все страшнее и страшнее, блин. Особенно такая стежка. Здесь вот, блин. Что это нахрен? Что это, блин? Чья-то нога. Охренеть. Твою мать, может здесь правда ВОЛКОВ, бля. Короче, что-то копыта, не знаю, какого животного этого нога. Бля. Но честно, мне непонятно, что надо сделать вообще. Следы продолжаются дальше вглубь леса. Вы знаете, что-то мне уже как-то не хочется сюда идти как-то. Единственное предположение, какое я могу сделать, это следы прям вокруг, везде. Там. Ну там вот точно есть. Короче, какое предположение, что, вероятнее всего, это просто из той ближайшей деревни собаки принесли. У собак есть такая привычка закапывать кости какие-то в землю. Может быть, очередная собака просто решила вот так, притащила его сюда в лес. Я даже не знаю, чья нога, какого животного это нога. Знаете, что-то мне как-то уже не очень хочется идти искать эту деревню. Так, здесь следы идут дальше. Что, может быть, правда идти по этим самым следам? Блин, вы знаете, сколько я иду, столько они становятся все здоровей и здоровей. Вот, в принципе, моя рука.
след углублен. И если судить, с какой силой он туда углублен, глубиной точнее, то животное весит довольно-таки долго. Вероятнее всего, может, они меня и выведут к этой самой деревне. Да, все вот так вот продолжается. Твою же мать, а. Что за херня такая здесь, а? Происходит. Короче, это уже вторая конечность какого-то животного. Блин, может быть, это лось или... Если честно, не особо разбираюсь. Ёп. Короче, у меня такие предположения, что здесь где-то или подстрелили какого-то лося, он где-то сдох, а охотничьи собаки просто вот так вот его разрывают по частям. И части, всякие конечности здесь разбрасывают в лесу. Честно сказать, это одна из версий, бля, я не знаю. Может быть тут волки, потому что следы повсюду продолжаются. Там тоже натоптано. Если это волки, то хотя в этих местах они, соседи область моей, они очевидно, я знаю точно, что они водятся. Так, ладно, следы пока ведут дальше. Туда путаются они постоянно между собой. Знаете, только бы не заблудиться, а? Я что-то как-то уже стал подзабывать, откуда я пришел, куда я иду. Ёп, ты еще один, ё-моё. Ребят, мне вот это вот уже начинает реально не нравиться. Потому что такие мысли в голову лезут, что, блин, так же могут разорвать и меня где-нибудь. Вообще все что угодно может приключиться вот так вот в глуши, хрен знает где. Валяются какие-то конечности животного. Я уже встретил третью ногу. Здесь даже могут просто тебя-напросто подстрелить, и тебя здесь хрен кто найдет. Так, ребята, сейчас вышел вот такой вот овраг. Следы ведут дальше. Такое ощущение, как будто там, знаете, какое-то то ли болото, то ли... Понятно. Мне, по всей вероятности, надо идти туда. Там прям очень много натоптанных следов. Блин, я надеюсь, что это никакое не болото там. Короче, буду надеяться, что там не болото, и я не провалюсь внутрь. Топ. Что-то здесь какая-то уже начинается довольно-таки рыхлая почва, прям как-то не особо устойчиво. Так, вот это вот заяц бегал, да? Очевидно. Вот что вот там, мне интересно. Интересно знать, а? Такое ощущение, как будто там... Очевидно, что там была какая-то возня. Только бы не провалиться, а? Твою ж мать! Ребята, короче, блин, то, чего я больше всего боялся, то и произошло. Нахрен провалился одной ногой в какой-то топ.
Нога вроде бы цела. Нахрен. Ой, ваша мать. Бля. В общем, здесь болотистая местность, и временами можно реально провалиться. Надо быть крайне осторожно, пройти аккуратно дальше. Так, все, ладно, вроде бы перешел тот брод. В общем, ребят, сейчас тоже задолбался реально идти. Сколько же там время уже? Блин, сеть вообще не ловит ни хрена. В общем, решил сделать небольшой привал. Даже не могу посмотреть карту, где я нахожусь. Следы по-прежнему идут. Я оттуда поднялся сейчас сюда наверх, еще на один овраг. Следы продолжаются туда дальше. Эй! Очень странные, непонятные следы какой-то собаки или, может быть, волка продолжает сюда дальше наверх. Сейчас пойду наломаю веток, попробую здесь развести костер и сделать привал. Ветки сырые, наверное, вряд ли получится зажечь костер, но, блин, все-таки попытаюсь это сделать. В общем, ребята, я не знаю, что у меня из этого выйдет. Ветки, но они вроде бы такие сухие. Вот что я сделал, подобие какого-то костра. Я сейчас еще накидаю сюда дров. У меня такое ощущение, что ни хрена не получится разжечь костер. Давай, гори. Так вроде бы получается. Надо срочно набрать еще дров. Конечно, очень слабенько, но вроде бы по чуть-чуть разгорается. Дрова сырые. Блин. Короче, не знаю, ребята. Костер что-то ни хрена не хочет гореть. Дрова настолько отсырели, ветки, что просто-напросто, я думаю, не получится его здесь запалить и сделать какой-то привал. Очень плохо разжигаются, тлеют, идет дым. Только, короче, больше навожу здесь шухера в округе и привлекаю внимание, потому что дым рассеивается на довольно-таки большое расстояние. Я не знаю, честно, друзья, может быть, я уже избился с пути. Навигатор здесь явно не работает, когда отсутствует полная сеть на телефоне. Если говорить серьезно, то в принципе по своим следам я могу прийти назад, потому что кроме меня, я думаю, здесь больше никто, по крайней мере, со мной никто не шел. Реально уже просто гудят ноги. Что нахрен? Вой? Блять, вой или мне кажется, но... Что нахрен? Вой? Может, где-то там вдалеке, может быть, правда, какая-то деревня и воют собаки. Бля. Откуда-то оттуда, да? Стоят с того района. Так, я пришел, вон они следы. Я пришел оттуда. Блин, да что там еще скрипит?
какое-то дерево, вероятнее всего, наверное, сосна. Обычно они издают такой звук. Я сейчас не нагоняю страху, реально, у меня же самого бежали мурашки по коже, но мне кажется, что... Я думаю, что, скорее всего, это где-то какой-то поселенный пункт, и это воют собаки, потому что по ночам иногда псы тоже вот так вот могут выть. Я думаю, что лучше не стоит задерживаться на одном месте. Так, ну что, в лесу у меня был такой привал, это неудавшийся костер. Надо двигаться дальше. Здесь опять продолжаются следы. Одни идут туда. Но вот это совсем какие-то маленькие. А вот эти здоровые идут дальше. Знаете, может быть, это... Фу, блин. Задолбался. Короче, не знаю, может быть, была моя ошибка идти по этим следам. На самом деле они хрен знает, куда они ведут. Я изначально, как всегда, туплю в плане того, что не просчитываю точный маршрут. Иду, можно сказать, наугад. Примерно прикидываю. Но когда я оказываюсь в таких вот ситуациях, местах, где хрен даже поймешь, где даже компас и тот не может определить, где север. Кто там нахрен скрипит опять? Не может определить, где север, а где юг, то просто-напросто теряюсь. Я думаю, что примерно где-то, может быть, в радиусе, где-то, наверное, ну, 2-3, плюс-минус 2-3 километра я нахожусь около этой деревни, должен находиться. Здесь сейчас еще идет лес, никаких признаков жизни вообще не вижу. Единственное, просто меня взял интерес, повторюсь, что вот эти следы, наверное, уже идут, ну сколько я прошел, километров, я хрена узнает, ребята, ну 5, 6, 7, 8, может быть. Они продолжают идти, тянуться вглубь леса. Ёпта, что это за бугор нахрен? Что? Ёпта мать. Бля. Ветка. Короче, ветка вдарила по рюкзаку. Блин, такое ощущение, как будто сзади кто-то вот так по плечу похлопал. Точнее, по рюкзаку. Вот это вот. Блин, я, честно, такого не встречал. Но вот там. Ну вот там вон. Блин. Закопан. Закопано какое-то животное. Я хрен его знает. Вот. Торчит опять копыта. И насколько вы видите, вот это вот опарыши, всякие личинки, просто они замерзшие. Кто-то вот так вот просто закопал. Короче, я понял, здесь, вероятнее всего, ведутся охоты. Кто-то вот так вот подстрелил лося или косулю, я не знаю, что это за животное, и прикопали вот так вот сверху землей. В общем, принял решение возвращаться назад. Я ни хрена не могу найти. Я просто дезориентирован. Реально, лес. Я, видимо, изначально сбился с дороги. Возможно, надо было идти через кладбище. Я пошел вот так вот в обход, сделал круг и сбился полностью с маршрута.
Мне здесь очень не нравится, ребята, потому что, я не знаю, какой-то реально получился не мертвая деревня, а какой-то мертвый лес. Здесь очень много мертвых всяких деревьев. Вот эти вот следы. Я не встречал следов кабанов, но тем не менее, я думаю, что надо возвращаться назад. Сейчас вот вернулся на... Вот слышите? Что это нахрен вой? Я хочу еще заметить кое-что. Я вернулся на место своего привала. И насколько мне не изменяет память, вот этих вот следов, опять же, какой-то собаки, или я не знаю, кто это был, волк, хрен его знает. Но вот этих следов однозначно, по-моему, не было. Я нашел закопанный какой-то труп непонятный, то ли лось, то ли еще кто это. И постоянно слышу какой-то вой. Деревню я как таковой не нашел. Изначально мой маршрут был именно в нее. А теперь я не могу найти просто-напросто свои следы обратные, по которым я шел сюда назад. Так, ладно. Вот эти следы, значит, только что я по ним пришел. Сука, придется опять подниматься наверх. Вот мои следы, по которым я только что спустился сюда. В общем, мне надо подниматься наверх, искать следы, где я сбился с дороги. Короче, следы, по которым я шел сюда. Сейчас просто иду по приборам. А сейчас я еще слышу оттуда тоже нахрен какой-то вой. Короче, ребята, иду. Я уже задолбался. Следы вот так вот уже кругами. Слушайте, у меня уже, знаете, такие мысли закрадываются в голову. Они оборотни какие-то здесь водятся в этом лесу, а? Потому что, я хрен его знает, все эти кости, отрубленные, точнее, конечности, потом закопанный труп какого-то животного. Спустя еще где-то около часа скитаний мне все-таки повезло, и я нашел знакомые следы, которые вели в деревню, где стояла машина. Ребята, вроде, слава богу, вроде бы вот это есть мои следы. Короче, вот это мои следы. Я уже практически вышел сейчас на прежнюю дорогу, которая была не расчищена, и там должна стоять моя машина. Я надеюсь, что там около нее никто не будет меня караулить. Я думаю, на этой ноте, я думаю, что будем заканчивать видео. В общем, ребята, сейчас просто, если кто-то знал, как я заебался. Извиняюсь, конечно, за выражение. Каждый раз хочу для вас снять какие-то реально интересные, захватывающие сюжеты, какие-то локации. Но не всегда, к сожалению, получается. Ищешь одно, попадаешь совсем на другое. Но тем не менее, я думаю, что сегодняшние мои злоключения все равно были для вас не менее интересные. Поэтому я думаю, что они заслужили какой-то оценки. Хочу вас всех поздравить с Новым годом. Конечно же, хочу пожелать всем моим зрителям прежде всего здоровья. Обязательно здоровья вашим родным, близким. Не бойтесь трудностей, и обязательно все у вас получится. Ну и, конечно же, смотрите в новом году новые супер крутые страшные выпуски канала Искателя могил. Ну а я поехал сейчас отогреваться и не знаю, что делать. Наверное, просто завалюсь спать нахрен и все. Буду спать, блин, часов 12. Что, ребята, всем пока и до новых встреч.